Всем привет, друзья! Эффектный, мягкий, со сливочным нежным вкусом пасхальный краффин. Вы влюбитесь в него с первого кусочка. Краффин по этому рецепту получается яркий, нежный, ароматный и очень вкусный. Для краффина я буду использовать топленое молоко, с ним выпечка получается ароматная со сливочным вкусом. Приготовим опару. В емкость вольем 120 мл теплого молока. Добавим 1 чайную ложку сахара из общего количества и раскрошим дрожжи. Тщательно перемешаем венчиком до растворения сахара. Также краффин можно готовить на коровьем или на козьем молоке, либо молоко разбавить пополам со сливками 1 к 1. Опару накроем пищевой пленкой и кухонным полотенцем. Оставим при комнатной температуре на 10-15 минут. Пока опара подходит, в глубокой емкости соединим 1 яйцо и 2 желтка. Яйцо и желтки должны быть обязательно комнатной температуры. Добавим пол чайной ложки соли и всыпем оставшийся сахар. Яйца с сахаром взбить миксером на высоких оборотах до пышной светлой массы. На взбивание у меня ушло времени примерно 2 минуты, зависит от мощности миксера. Опара хорошо подошла, у нее пышная пенная шапочка. Моя опара подошла за 10 минут. Если по истечении времени в опаре такой пышной пенной шапочки нет, значит дрожжи негодные. Либо вы перегрели молоко, либо не догрели. И дрожжи не активировались, и нужно сделать новую опару. В глубокую емкость всыпаем 360 грамм просеянной муки. Всыпаем пакетик ванильного сахара и перемешиваем с мукой. Если будете использовать ванилин, используйте на кончике ножа 1 грамм. В муку вливаем подошедшую опару. В муку вместе с ванильным сахаром также можно добавить цедру 1 лимона или апельсина по желанию. Туда же добавляем взбитые яйца. Теперь замешиваем тесто. Я замешиваю сперва ложкой. Как только тесто станет плотным и возьмется в комок, вольем туда растопленное остывшее сливочное масло. Масло заранее растопите в микроволновке или водяной бане и остудите. Начнем замешивать тесто прямо в миске. Вымешиваем в миске, пока сливочное масло не впитается в тесто. Сливочное масло впиталось в тесто, выкладываем его на рабочую поверхность и начинаем вымешивать тесто. Тесто вымешиваем примерно 15 минут, не меньше. Для того, чтобы тесто не прилипало к рукам, смажьте руки растительным маслом. Тесто удобно вымешивать на силиконовом коврике, но если его нет, тогда стол смажьте растительным маслом. Муки больше не добавляйте, чтобы не забить тесто. Продолжайте замес теста, и с каждым разом тесто будет становиться все мягче, эластичнее и не так сильно прилипать к рукам. Время от времени руки смазывайте растительным маслом. Вымешиваю я тесто уже около 10 минут, оно почти готово, но еще прилипает к рукам. Поэтому я с ним еще поработаю примерно 5 минут.
Тесто готово. Тесто должно получиться мягким, эластичным, нежным и очень ароматным. Оно должно слегка прилипать к рукам, это нормально. И должно быть плотнее, чем для классической паски. Тесто слегка обминаем и округляем его. Глубокую емкость слегка смазываем растительным маслом. Выкладываем в миску тесто. Сверху слегка тесто смазываем растительным маслом, для того, чтобы оно при расстойке не заветрилось. Накройте миску пищевой пленкой и сверху полотенцем. Поставьте на час-полтора в теплое место. Тесто должно увеличиться в 2-2,5 раза, а то и в 3. Тесто я ставлю в духовку, разогретой до 40 градусов. На низ духовки я ставлю форму с горячей водой, для того, чтобы тесто лучше и быстрее подходило. В качестве начинки я буду использовать лепестки миндаля и засахаренную вишню. Вишня крупная, поэтому для краффина я ее нарезаю на 4 части. В качестве начинки также можно использовать изюм, вяленую клюкву, кусочки шоколада, цукаты, орехи, мак, творог. Тесто у меня очень хорошо подошло, оно у меня подходило 1 час 10 минут. Тесто выкладываем на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом. Вес теста 715 грамм. Тесто обминать не нужно, просто слегка округлим. Я разделяю его на 2 части. Вы можете разделить на 3 и на 4 части в зависимости от диаметра ваших форм. Дорогие зрители, если у вас остаются вопросы, пишите в комментариях, я с удовольствием отвечу. Одну часть теста округляем и заворачиваем в пищевую пленку. Вторую часть теста я руками слегка выравниваю. Перед работой не забудьте стол смазать растительным маслом. Затем руками тесто обминаю и формирую небольшую лепешку. Берем скалку и начинаем раскатывать тесто в прямоугольник. Тесто эластичное и податливое, оно отлично раскатывается скалкой. Тесто я раскатала, ширина примерно 4 мм. Оно слегка прозрачное, видно рисунок силиконового коврика. И начнем выкладывать начинку. Всю площадь теста смазать растопленным охлажденным сливочным маслом. Очень удобно это делать с помощью силиконовой кисточки. Сверху равномерно выкладываем начинку. У меня это вишня, у вас это может быть изюм, клюква, цукаты, орехи, шоколад. Если используете клюкву или изюм, заранее их замочите в кипятке на 20 минут. Затем обсушите. Затем я равномерно посыпаю лепестками миндаля. Вместо миндаля можно использовать фисташки или любые другие орехи. После того, как начинку выложили, сворачиваем тесто в рулет. Старайтесь сворачивать плотно, чтобы не оставался воздух.
Тесто в рулет свернули, шов должен быть внизу. Аккуратно его перекладываем в вертикальное положение. Защипываем края рулета с двух сторон. Нож я смазываю сливочным маслом для того, чтобы было легче разрезать тесто. Рулет разрезаем вдоль, но не до конца, оставляем хвостик примерно 3-4 сантиметра. Скручиваем улиткой срезом наружу одну часть рулета. Старайтесь сворачивать плотно. То же самое проделайте со второй частью рулета. Срезом вверх плотно сверните в улитку, как на видео. Хвостик положите на нижнюю часть, переверните улитку и положите сверху на хвостик. Хвостик рулета должен быть посередине внутри. Он не должен торчать. Слегка прижимая, округлите. Формы я смазала сливочным маслом и застелила пергаментом. Диаметр формы у меня 12 см. Высота с пергаментом 18 см. Высоту добавьте, так как тесто очень хорошо поднимается при выпекании. Улитку аккуратно перекладываем в форму. То же самое проделайте со всеми кусочками теста. Формы накрываем пищевой пленкой и кухонным полотенцем, ставим на расстойку на 1 час в теплое место. По окончании этого времени краффины еще поднимутся. Прошел 1 час, краффины очень хорошо поднялись. Ставим формы на противень с небольшим расстоянием друг от друга, чтобы равномерно красивого цвета пропеклись бока. Краффины выпекаем при температуре 200 градусов 5-7 минут. Затем снижаем температуру до 180 градусов, накрываем краффины фольгой и выпекаем еще 35 минут. Готовность выпечки проверяем деревянной шпажкой. Если она посередине выходит сухой, значит выпечка готова. Если все еще остаются кусочки теста, значит нужно еще немного выпекать. Краффинам даем немного остыть в формах, примерно 5-7 минут. Достаем из форм и выкладываем бочком на мягкую поверхность. Краффин после выпечки получается легкий и воздушный. В таком положении даем полностью остыть. Время от времени меняйте бока, чтобы выпечка не деформировалась. Нежный сливочный аромат от краффинов пропитал всю квартиру. Посмотрите, какие они красивые в разрезе внутри. Тесто очень нежное, мягкое, как перышко, а вкус просто неимоверный. Если вам понравился рецепт краффина, добавляйте в свою копилку. Всем здоровья и добра! До новых встреч на канале Ната Кук.